Сейчас немножечко хочу поговорить об одной вещи, с которой я столкнулся, и это вещь под названием возвращение в реальность. Я на самом деле не думал, что это настолько тяжело может быть возвращаться в реальность после Эль Камино. В общем, ну опять же, вот эта вот ситуация с тем, что я вернулся и опять начал курить траву, питаться плохо, не знаю, блядь, как говорили, помойное ведро какое-то. При том, что в камину я не курил траву, у меня было относительно нормальное питание, я немного ел, я очень сильно похудел, у меня в целом тело себя чувствовало значительно лучше, значительно приятнее, значительно просто лучше, просто лучше. И тут получается, что уже там, 4 дня подряд это что-то курю траву, плохо питаюсь, и вот до меня начали вот эти вот мысли доходить, что встреча с реальностью, когда ты чистый, когда ты ничего не употребляешь, когда ты вот максимально наедине с самим собой, с миром, с окружающей тебя средой, это очень сильные чувства, это очень сильные эмоции. Вот, грубо говоря, что со мной произошло? Я очистился, мой мозг очистился, мое тело очистилось. То есть, вот, когда ты проходишь больше, чем 900 километров, поверь, твой мозг, он очищается, твое тело очищается максимально. И вот я столкнулся с той реальностью, где внутри меня есть пустота, и эту пустоту, она в хорошем плане пустота, не в плохом, что я чего-то лишился, я наоборот что-то приобрел, и этой пустоты, этого пространства внутри меня стало больше, 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 значительно, чем было до того, как я уходил. А вот сейчас что со мной опять стало? Я опять начал курить, я опять начал, там, не знаю, питаться плохо. Я вот сейчас, вот реально ловлю себя на мысли, что люди, которые курят рядом со мной, я вдыхаю этот дым, и меня это не напрягает. Я наоборот как будто бы хочу вот затуманить себе разум, потому что ты слишком чистый. Ты слишком чистый. И это пугает меня. И это пугает меня, что я боюсь той реальности, вот настоящей. Я избегаю ее. Я избегаю ее под всякими разными возможностями и предлогами, типа, ой, мне тяжело, нужно покурить траву. Ой, я давно не питался плохо, мне нужно опять же попитаться плохо. Но это все херня собачья. Не нужно так делать. Нужно принять эти правила игры. Но сталкиваться с реальностью это очень тяжело. Вот с такой реальностью, где все на самом деле живо, и ты живой. Ты живой, когда ты без всего. Когда ты без каких-либо стимуляторов, без какой-либо плохой еды. Твой разум и твое тело, оно совсем на другом уровне. А сейчас что я вижу? Я вот окунулся в эту рутину свою. Что-то тут по студии нужно делать, ой, по дому нужно делать, потому что переезд. Как-то сразу же вот в это вот все, там рисовать нужно, то. Но у меня не было времени проанализировать на самом деле, что я вообще испытываю. А я испытываю на самом деле невероятный спектр чувств, которые я как раз таки вот, я боюсь его, я опасаюсь этого чувства. И вот этот страх, боже мой, это так тяжело, когда ты избегаешь реальности. Я не хочу этого делать вновь, я хочу быть чистым, я хочу думать своей головой, я хочу жить, потому что такая жизнь мне больше нравится. Мне больше она нравится, она симпатичнее, она интереснее, она приятнее. Но для этого нужно отказаться от всего, что тебя окружает в виде каких-то стимуляторов, там, не знаю. Принять себя, принять все свои проблемы. Я принимаю вот сейчас свои проблемы. У меня есть проблемы зависимости. Я не хочу к ним возвращаться. Я не хочу, чтобы они как-то мешали мне жить. Потому что это не жизнь, когда ты зависишь от чего-то. Нет, это не жизнь.
Я хочу реально от всего отказаться. Я хочу быть чистым, я хочу минимализма в своей жизни. Я хочу ходить, не знаю, мне 2 футболок, как и раньше в моей жизни, достаточно, штанов то же самое. Мне не нужно то количество вещей, которые я сейчас имею в своей жизни. И мне не нужны дополнительные вот эти вот стимуляторы в виде еды или чего-то еще, чтобы жить. Потому что это наоборот дерьмо, которое тебя глушит. Ты это вообще совершенство. Ты это превосходное существо, которое было создано эволюционно. Ты умеешь бегать, прыгать, анализировать, думать. Ты видишь объекты в том пространстве, в котором ты их видишь. Ты можешь понять, где это в 100 метрах или в 50 метрах от тебя. Понимаешь, твой глаз, он совершенство. Он видит невероятное количество цветов. Твое тело, оно совершенно. А вот это все заглушение, это то, что мешает тебе, это то, что тормозит тебя, это то, что затуманивает твой мозг. Это очень сложно реально сталкиваться с реальностью. Сталкиваться с реальностью, где вот все чисто и все хорошо. Я на самом деле сейчас борюсь. Я борюсь с собой. Потому что прошлый я, вот еще там до камина, до похода, это Роберт, который, ну, я старался. Я много чего делал для того, чтобы как раз-таки избавиться от зависимости, избавиться от неправильного питания и прочих аспектов, которые на самом деле, я считаю, мне очень сильно мешают. Очень сильно мешают. И я к этому пришел, увидел и испугался. Испугался и ушел обратно. Это ужасно. Это ужасно. Мне не хочется возвращаться вновь. Мне не хочется даже думать об этом, позволять себе. Я сильный, я знаю, я сильный эмоционально, ментально, физически. Но вот здесь я почему-то сейчас, после 24 дней, дал себе слабину, дал себе вот расслабиться, как будто бы... Типа, да, ты можешь расслабиться, но не так, понимаешь? Было бы здорово, если бы ты расслабился не через накурку или там плохую еду, а пошел, не знаю, погулял, сделал реально хорошую гимнастику, растяжку, я не знаю, пошел на массаж, не знаю, пару часов бы просто лежал, где тебя мяли, чтобы у тебя было понимание, что вот оно, приятно. Вот так вот приятно жить, нежели через что-то, что тебе на самом деле не нужно. Тебе не нужна плохая еда. Ну, типа, в ней нету толка, нету смысла. Это просто реально, блядь, фастфуд, фингерфуд. Это все быстро. Это не для организма. Это не для того, чтобы его поддерживать в том тонусе, в котором ты хочешь, чтобы у тебя было хорошее здоровье, ментальное, физическое, чтобы ты мог пробежать, не знаю, 10 километров и не выблевать, не знаю, комок крови. Или присесть, не знаю, 100 раз. Это та еда, которая тебя, наоборот, делает ленивым. Она тебе не дает энергию. Она тебя притупляет. Ты такой, да что ты, ё-моё. То же самое касается каннабиса. Каннабис это... Ты отказываешься. Ты как бы... Ты ищешь легкий путь для того, чтобы расслабиться. Точнее, ты не то, что легкий, самый короткий путь. Это просто, ну что там, сделать джойнт, это занимает пару минут максимум. И все, и ты вышел, покурил, тебя расслабило. Но что тебя расслабило? Ты на самом деле притупился. Твоя голова, она затуманена, твоя голова, она грязная, твоя голова, она не видит... не видит ясно, не видит путь. А путь важен. Важно то, куда ты идешь. Важно то, куда ты развиваешься. Типа, зачем ты тогда прикладываешь такое количество усилий, если же потом ты возвращаешься к этому дерьму? Типа, зачем? Смысл тогда всего этого? Я реально не понимаю, зачем ты это делаешь?
Если ты что-то постарался, а потом, ну, постарался, что-то делал, там, 2-3 недели, потом такой, ну, теперь можно недельку ничего не делать, заниматься херней. Нет, так не работает. Так не пойдешь вперед. Так ты делаешь, да, 2 шага вперед и 3, блядь, назад. Потому что это не работает так, что типа ты такой, ой, все здорово, все прекрасно, потому что, ну, я могу себе такое позволить, потому что я что-то поделал. Нет. Запрещай себе. Запрещай. Иногда запреты нужны. Но эти запреты не родительские или там, я знаю, каких-то твоих друзей, коллег, неважно. Это твои же запреты тебе, чтобы ты просто понял, что так будет лучше для тебя. Так будет лучше, действительно. И ты это понимаешь. Просто подожди время и все. Нужно переждать, да, будет плохо. Сейчас вот ты откажешься от каннабиса, завтра будет ломать. Сегодня даже уже будет ломать. Завтра будет ломать сильно. Послезавтра уже нет. Не так сильно, но будет ломать. И вот чем больше ты делаешь вот этих прекрасных дней для того, чтобы отказаться, тем лучше ты будешь по истечению месяца, по истечению полугода, года. Через год ты уже вообще к этому не вернешься, потому что ты понимаешь, что твой разум чист, и тебе нужно двигаться вперед. Просто двигайся. Жизнь, она дает и показывает все, что тебе нужно, все, что тебе необходимо. Просто возьми и откажись от тех вещей, которые тебе мешают это видеть. Откажись от токсичности, откажись от нытья. Просто окунись в мир. Без стимуляторов, без плохого. Ведь все это совершенно. Ты совершенство. Ты можешь быть тем, кем ты считаешь быть. Тем, кем ты хочешь быть. Для этого нужно иногда от чего-то отказываться. И что-то выбирать в пользу себя, в пользу своего будущего. И это как раз таки вот эти вещи, которые тебе сейчас конкретно мешают жить. Шоколадка, лень. Нытье о том, что мир жестокий и плохой вокруг тебя. Все это херня собачья. Просто, блядь, взял себя в руки и просто делаешь. Не надо никого ни в чем винить, никто ни в чем не виноват. Никто. Это просто обстоятельства. Это просто, ну, вот так вот произошло. Ты ничего не можешь предугадать или к чему-то вот конкретно там привязать что-либо. Не нужно. Не нужно говорить, что все плохо вокруг. Вокруг все прекрасно. Это вот именно в твоем мышлении. Вот как я тоже сейчас вот стою и думаю, что у меня зависимость. Да нет у тебя зависимости. Ты можешь спокойно от этого всего отказаться. Ты можешь спокойно всего отказаться, но это просто твой выбор возвращаться к этому. А ты просто возьми, скажи, все, блядь, хватит возвращаться к этому дерьму, оно тебе не нужно. Спроси у себя, хорошо ли ты себя чувствуешь на утро от этого? Или вечером, после того, как, не знаю, вот ты накурился, да, у тебя голова там в тумане, ты, не знаю, там ложишься, и такой, о, боже мой, и просто вырубаешься бессознательно. То же самое, ты утром проснулся, такой, боже, голова в тумане, ну и нахера? Зачем ты так курил? Ты же знаешь, к чему это приводит. Ты же знаешь, что будет потом, какие последствия ждут. Отказывайся от этого всего, от алкоголя. Типа, вот ты отказался, уже 2 года не пьешь. Круто. Респект. Что за херня тогда насчет каннабиса? Типа? Блядь, откажись ты уже, все. Тебе это правда не нужно. Ну или ладно, кури. Типа, кури, смотри, но это опять же договоренность о том, что ты это должен делать не каждый день. Не надо делать это каждый день. Это как... Ну, ты себя дрессируешь, все, типа, спать, ложиться только в таком состоянии, и все, и потом ты не можешь уже засыпать. Если хочешь покурить, кури раз в неделю. Или ты хочешь расслабиться, кури CBD. Ты попробовал CBD?
и тебе было хорошо с CBD. Ты почувствовал, что ты просто расслаблен, а твое тело, оно функционирует, твой мозг функционирует. Ты можешь дальше мыслить, ты можешь дальше провожать эту мысль. И вот если тебе действительно есть необходимость покурить, покури CBD. Все. Это типа как альтернатива тому, что ты хочешь, если курить, если тебе тяжело. Возьми, нет проблем. Никто тебе ничего не скажет. Ты уже взрослый мальчик, который может выбирать, что ты хочешь все-таки, а что нет. И вот это твой осознанный выбор. То же самое касается еды, шоколадки. Ну типа, что, вот тебе в кайф, не знаю, пол шоколадки просто за раз есть. Ну что, ну ты съел, да, насладился. Ну ты же понимаешь, что все, вот твои приложенные труды для того, чтобы изменить свою внешность, чтобы выглядеть лучше, чтобы не было прыщей, чтобы просто элементарно подниматься по лестнице и не было отдышки, не знаю, приподнять что-то такое тяжелое, чем, не знаю, туалетную бумагу у себя в руках. Типа для этого нужно дисциплинировать себя, для этого нужно иногда от чего-то отказаться и к чему-то прийти, чтобы это было хорошо для тебя. Для тебя просто. Ты же это для себя делаешь, а не для кого-то. Ты же для себя стараешься, а не для кого-то. Вот и все. Вот и откажись от этого. Не надо. Не знаю, мне сложно сформулировать иногда какую-то вот такую мысль, но действительно отказ от чего-то, дисциплинирование себя к чему-то, проставить себе цели элементарно, там, не знаю, вот если ты просто это сделаешь, все вопросы уже начинают закрываться. Пропиши их, там, я знаю, в чем проблема, от чему ты бежишь, от чего ты бежишь. Потому что я помню в какие-то моменты, когда тебе было тяжело, ты как раз таки и шел к этому. Ты как раз таки и закрывался через алкоголь, через наркоту, ты закрывался. Ты вот этим самым что-то в себе притуплял. Какие-то эмоции, чувства, ты чего-то боишься. Чего ты боишься? Ты боишься себя? Ты боишься увидеть себя настоящего и кто-то есть на самом деле? Да наплевать. Не надо убегать от себя самого. Делай, делай, создавай, твори, и все у тебя будет прекрасно. Ты создаешь прекрасный мир вокруг себя, так делай это дальше. Не нужно себя притуплять. Ты притупляешь себя, чувствуешь себя плохо. От этого твой мир, ты, твой разум, твой инь и янь, оно не работает вместе так, как нужно работать. Так, как может работать все это вместе. И вот, откажись от этого всего. Тебе это правда не нужно. Тебе нету смысла в этом всем. Просто нету смысла. Это тебя притупляет, это тебя губит. Откажись. И иди в свое прекрасное, чистое будущее, где твой разум чист, голова чиста, твое тело, организм. То есть вот ты там тоже говоришь о некоторых вещах, типа сейчас, там, не знаю, голодание хочу сделать. Для того, чтобы сделать голодание, нужно к этому подготовиться. Нужно ментально подготовиться. Нужно органы подготовить, организм. То есть начать уже сейчас голодать. А ты в себя впихиваешь все подряд уже. Просто все подряд, лишь бы как-то насытиться. И аргументируешь это тем, что ты там много калорий потерял, когда ходил в камину. Ты же понимаешь, что это просто оправдание. Это просто оправдание и ничего больше. Поэтому завязывай с этим дерьмом. Начни просто делать то, что нужно делать. Отказаться от каких-то вещей в пользу каких-то других вещей, которые тебе в будущем принесут благо и спокойствие твоему мозгу, твоему организму и всему этому вместе. Поэтому выбор здесь очевиден, в какую пользу. Вот и все.